Да уж, в интересное время же мы явно непростые времена сейчас будет переживать мир технологий. Всем привет, друзья! Как вы знаете, 20 мая Министерство торговли США внесло компанию Huawei в черный список. Что это обозначает? Это значит, что любая компания, которая зарегистрирована на территории США и запрещено иметь любую торговую деятельность или вообще любой контакт с китайской компанией Huawei. И одной из первых компаний, которая открыто выступила с заявлением о том, что они прекращают работать с Huawei, стала компания Google. И это взорвало все новостные издания, все технологические компании буквально в тот же день выпустили видео о том, что все, Huawei лишается Android. Лично я, признаюсь честно, в тот день не успел выпустить об этом ролик, потому что я работал и решил, что ладно, уже, наверное, не буду выпускать. Но вот сегодня, 22 мая, вечером, вышла новость, которая, как мне кажется, ставит не то что точку, но очень сильно изменит вектор развития компании Huawei, и я решил об этом все-таки с вами поделиться. Но все-таки давайте по порядку. Итак, лишается ли компания Huawei Android? Нет, компания Huawei не лишается Android. Что такое Android в принципе? Android это Android Open Source Project. То есть любая компания может зайти на сайт Android и скачать его и установить на любое свое устройство. Компания Google перестанет лицензировать устройства, которые будут выпущены под брендом Huawei с операционной системой Android. Что это обозначает? Что устройства сами могут идти с операционной системой Android, но они не будут лицензироваться, и на них нельзя будет установить Play Services, по крайней мере, из коробки, и их нужно будет как-то ставить вручную. И на вопрос о том, что будет с вашим теперешним смартфоном Huawei, с ним ничего не будет, с него не удалится операционная система, на него просто будут переходить патчи безопасности, и он перестанет обновляться на следующей операционной версии Android, потому что компания Huawei разорвет связи с компанией Google. Но чисто технически вы сможете вручную поставить новую версию Android, но вряд ли вам это нужно будет. Поэтому, если у вас на руках устройство от Huawei, то оно не превратится в кирпич, с ним ничего не будет, оно будет также прекрасно работать, просто не будет получать патчи безопасности, ну и в принципе обновляться на другие версии Android. По поводу всего мобильного бизнеса Huawei, у них же есть основной бренд Huawei, а также есть суббренд Honor, так что это, считайте, одна и та же калитка, то есть что Huawei, что Honor, они все попадают под эти санкции. И в принципе бытует мнение в интернете, что вот компания Google, какие же они плохие, перестали работать с компанией Huawei, теперь вот у них же есть миллион устройств по всему миру, они не будут получать обновления Android, будущие устройства не будут лицензироваться под Play Services. Поймите, что компания Google здесь абсолютно ни в чем не виновата. Есть американское правительство, есть администрация Трампа, и они пролоббировали то, чтобы компанию Huawei внесли в черный список. Это обозначает то, что не только Google, а в принципе любой американской компании запрещено работать с Huawei. То есть это не инициатива Google, чтобы перестать работать с Huawei. То есть, понимаете, для них это как бы и в радость с ними работать. Они зарабатывают на них деньги, они получают прибыль, они обмениваются опытом и технологиями. Но есть американское законодательство, и так как Google американская компания, они обязаны подчиняться этому законодательству. Также через некоторое время подтянулись Intel, Qualcomm и другие американские компании, которые производят железо и экспортируют его в Китай, в ту же самую компанию Huawei, сделали заявление, что они также прекращают работать с этой компанией. Но сама компания Huawei, а именно их CEO, заявил, что они в принципе уже закупили достаточно оборудования, и они смогут производить смартфоны в течение 3 месяцев без перерыва. То есть у них оборудования хватает на этот срок. Дальше, после компаний, которые производят железо, то есть Intel, Qualcomm и другие компании, Microsoft также выпустила заявление о том, что они полностью разрывают вообще все контакты с компанией Huawei. А это что обозначает? Что у Huawei же есть еще и бизнес не только мобильный, а также лэптопов, то есть ноутбуков. И там что стоит? Там стоит Windows. И теперь на их ноутбуках, на будущих, нельзя будет установить Windows. И это на самом деле большая потеря. Если с Android еще как-то можно будет смириться, и мы об этом поговорим, то вот с Windows это на самом деле беда, потому что это по сути единственная операционная система в мире мобильная. Она занимает там что-то 90% рынка. И по сути единственной альтернативой является Linux, который ну прям очень непопулярен среди обыкновенных пользователей. Но естественно-то в Huawei сидят не дураки, они давным-давно понимали, что рано или поздно эта ситуация с ними случится, что рано или поздно их внесут в черный список, потому что на самом деле вся эта история продолжается аж с 2008 года, что в то время впервые американские власти начали утверждать, что компания Huawei как-то шпионит за их компаниями, за властями США, но те, понятное дело, отникались, и вот за все это время по сути не было предоставлено ни одного доказательства. То есть были заявления, что вот Huawei следит за нами, они сотрудничают с китайским правительством, но по факту ничего не было, ни одного доказательства не было. И даже американские компании, конкретно компания Apple, которая по сути является главным антагонистом Huawei, выпустили заявление о том, что в том оборудовании, которое они закупают у Huawei, они не нашли никаких жучков, никакого программного обеспечения, которое позволяло китайцам как-то следить за их компанией. И на самом деле, если смотреть на историю, то вся эта ситуация очень сильно напоминает отношения США и Ирака, когда в начале 2000-х годов США на ассамблее ООН кричали, что вот, в Ираке было найдено химическое оружие, и мы вводим в них войска.
По факту, что им нужно было? Им нужна была нефть. А потом, через 10 лет, мы выяснили, что в Ираке никакого химического оружия и не было. Так вот, как по мне, все то же самое сейчас происходит в компании Huawei. Их обвиняют в том, что они следят за американскими компаниями, за американским правительством. Следят за ней, на самом деле, это сотрудничают ли они с правительством Китая. Никто не знает, неизвестно, как я уже сказал, ни одного доказательства американцы не предоставили. Но давайте вернемся уже все-таки к мобилкам. Естественно, что в Huawei работают далеко не дебилы. Они понимали, что рано или поздно что-то произойдет, и их явно либо внесут в черный список, либо как-то им еще заблокируют доступ к американским компаниям, либо им вообще как-то испортят жизнь. Что они делали? И как сообщается, они уже за 3 года разрабатывают собственную операционную систему. Многие пророчат, что она будет называться Kirin OS, то есть альтернатива Android, либо она будет построена на базе Android Open Source Project. Но, как сейчас заявляют последние данные, то операционная система будет заявляться как Hongmeng. Переводится как сон. На самом деле не очень понятно. И как заявляет Huawei, то вот эту операционную систему Hongmeng они уже представят в сентябре. И эта операционная система будет мультиплатформенна, то есть она работать будет не только на смартфонах, но также и на компьютерах, и на телевизорах, и на другой умной технике. Но здесь что самое важное, будет ли она надстройкой над Android, то есть Android Open Source Project. Как мне кажется, нет. Это, наверное, будет операционная система полностью с нуля, потому что если смотреть на текущий опыт, то сейчас Android Open Source Project бесплатный, а в следующем году они возьмут и его запретят. И что, все тогда, все вот эти работы, которые Huawei работала над операционной системой 3 года, они что, будут напрасны? Я думаю, нет. Китайцы далеко не дураки, они, наверное, все разрабатывали с нуля. Ну окей, с операционной системой Huawei как-то разобрались, они давно об этом знали и готовились, и вот сейчас у них уже практически готовый продукт, либо вот на предрелизном состоянии, они уже в сентябре его объявят. Но, что самое главное, любая операционная система без приложений, грубо говоря, бессмысленна. Естественно, что китайцы подготовились, и будет прослойка YAP, которая будет позволять любому Android-приложению работать на их операционной системе. Но здесь самый прикол заключается в том, что компания Huawei работает не только на китайском рынке. На китайском рынке вообще пофигу. Они могут хоть полностью Android запретить, скачали голый Android, грубо говоря, они так и сейчас и работают практически все китайские компании. Качают Android, что-то там ставят свои собственные Play Store, и работает. Но смотрите, компания Huawei является мультинациональной компанией. Они очень сильно продаются в той же самой Европе. И в чем здесь самый главный прикол? Смотрите, как я уже сказал ранее, любой американской компании запрещено иметь торговые отношения с компанией Huawei. А теперь давайте посмотрим на топ даже российского Google Play. Первое приложение Snapchat американское, второе WhatsApp американское, Instagram американский. Все Google приложения, они американские. И по сути, половина приложений, которые вот сейчас у вас установлено на телефоне, они являются американскими. А если им запрещено распространяться на App Store Huawei, то что они будут предоставлять, я не знаю. Какие-то альтернативы, либо нужно будет скачивать АПКшки отдельные, непонятно вообще. А вы попробуйте объяснить какой-нибудь 13-летней девочке, допустим, из Франции, что вот она купила себе новенький Huawei, ей подарили родители. Она не может найти Instagram в магазине приложений, она не может найти Snapchat там. И она скажет: мама, папа, да нафиг мне этот Huawei нужен, выкинет его с окна и пойдет купить себе либо iPhone, либо Samsung. И вот сейчас самая главная новость, которая вышла сегодня, 22 мая, это видео вы уже посмотрите 23 мая, потому что я записываюсь вечером. Американские компании, с ними все понятно, им запрещено работать с Huawei. И в принципе, они не могут нанести прям суперский дэмэдж компании, она бы его смогла пережить и найти альтернативных поставщиков. Но сегодня случилась очень странная ситуация. Британская компания ARM, которая владеет японцы, группа SoftBank, они заявили, что они также прекращают работать с компанией Huawei. А что такое ARM? ARM это компания, которая создает ядра для процессоров, которые в принципе существуют сейчас для всех мобильных процессоров на архитектуре ARM. Это процессоры Apple, это процессоры Samsung Exynos и это, конечно же, процессоры Huawei Kirin. И получается, что Huawei теперь осталась без собственных процессоров. То есть, да, они сейчас могут производить процессоры, которые они уже сейчас производят. Но будущие версии, допустим, на 8-нанометровой технологии, они не смогут их производить, потому что у них не будет лицензии от ARM. И вот это вот реально серьезнейшая проблема для Huawei, потому что, ладно, фиг с ним, с софтом, его можно как-то заменить. А компьютеры это вообще не главный бизнес Huawei, там Qualcomm, Intel это ладно, они как-то с ними, без них разберутся, найдут там каких-нибудь альтернативных поставщиков. А вот ARM это фундаментальная база для их чипсетов, для Kirin. И если они не будут получать новые технологии, то они просто отстанут от всего остального мира. И они застрянут на своем 10 либо там уже 8-нанометровом процессоре, который у них уже сейчас есть. А дальше они ничего не смогут делать. ARM это британская компания, и от нее такой подставы вообще никто не ожидал. Естественно, что Британия является сателлитами США, а конкретно еще японцы, которым принадлежит компания ARM, они также являются сателлитами США. Они как бы с ними дружат, и они могли как-то договориться, чтобы
запретить компании Huawei использовать их технологии. Но, понимаете, просто так взять и запретить, это не по-пацански, грубо говоря, это вообще не по-бизнесовому. И что говорят ARM? Они говорят, что в их разработках, в их ядрах присутствуют наработки американских компаний, и тем самым их продукт получается немножко американским, и он должен соответствовать американскому законодательству, что является на самом деле полнейшим, не то что тупизмом, я не знаю, но очень стрёмной отмазкой. И вот как эту ситуацию будут разгребать китайцы, мне на самом деле непонятно, потому что ARM по сути являются монополистами. Все современные компании построены на архитектуре ARM. Apple, Samsung, Huawei, они все строились на этой архитектуре. И получается, Huawei сейчас просто так вот выкинули. Найдут ли они какого-то альтернативного поставщика, я не знаю. Есть ли у них собственные разработки, тоже непонятно. Это вот на самом деле самая большая проблема, потому что совсем можно было разобраться, а вот с этим непонятно. И все аналитики, которые я читал американские, они говорят, что это может вывести мобильный бизнес компании Huawei попросту из строя. И теперь давайте поговорим про последствия, которые несет вот этот вот запрет американскими компаниями Huawei. Все другие китайские компании, конкретно холдинг BBK, в который входят Oppo, Vivo и OnePlus, Xiaomi, они как бы на это все смотрят такие, так, а мы как бы тоже являемся китайцами, окей, мы там не сотрудничали ни с Ираном, а мы вроде как не шпионим за американскими, но вот так вот посчитают американцы, что, допустим, Oppo является национальной угрозой американцам, они ее также внесут в список бана. А если Oppo это BBK, то получается весь холдинг BBK внесется в список бана. И получается, что они будут сидеть в постоянном напряге. И я уверен, что сейчас Китай начнет очень жесткую политику в плане того, что они захотят чисто все технологии производить только в Китае, чтобы все разработки были китайские, чтобы не получилось так, что американцы взяли, отключили их компании технологий, и те остались попросту с носом. По поводу китайского рынка. Смотрите, компания Huawei говорят, что переводится как китайское достояние. То есть получается, что американцы наехали на китайское достояние. Американцы как бы пытаются надавить на Huawei, чтобы те загнулись, но в то же время они очень сильно подставляют собственную компанию Apple, можно сказать, по сути, самую главную компанию в мире. Китайцы просто на национальном уровне начнут бойкотировать компанию Apple, потому что Apple прежде всего ассоциируется с американцами. Такое уже было, когда арестовывали дочку основателя Huawei, арестовали в Канаде, и уже тогда на самых высоких уровнях сказали, что все, бойкотируйте Apple, покупайте Huawei. А теперь Huawei просто гнобят со всего мира, ее сейчас продажи упадут в Европе, потому что там нет Play Services и вообще упала репутация. А в Америке она и так не продавалась, сейчас у них будут большие проблемы с поставщиками, и китайцы будут всячески морально и рублем, то есть юанями, поддерживать компанию Huawei и не поддерживать компанию Apple. И сейчас вспомним еще одну компанию, которая как бы вообще не при делах, но которая от всей вот этой вот ситуации с американцами, с китайцами просто выигрывает во всем. Это, конечно же, компания Samsung. Для Samsung Huawei является, по сути, главным конкурентом. Даже Apple для них не главные конкуренты, а Huawei были для них главными конкурентами. Те, кто были в Европе, хоть раз видели, наверное, огромнейшие баннеры Huawei. Там Huawei P30, Huawei MateBook X. Я когда был в Италии, во Франции, там висят огромнейшие баннеры Huawei. Так как интересуюсь мобильными технологиями, то я смотрел, что люди используют. Огромное количество людей ходили с Huawei. Тогда был Huawei P20, и в Париже, я бы сказал, наверное, каждый четвертый, каждый третий ходил с Huawei P20. Вот я смотрю у человека, у него Huawei, либо iPhone и изредка там Samsung. И теперь прикиньте, когда Huawei просто несет огромные репутационные риски в Европе, когда у них будут очень большие проблемы с продажами, Samsung просто выезжает на всем этом, потому что люди, которые не хотят iPhone, они не купят iPhone, они хотят Android, а если не Huawei, то что? Правильно, Samsung. И корейцы, я на самом деле уверен, очень счастливы от того, что сейчас американцы воюют с китайцами, китайцы сейчас будут страдать во всем мире, а корейцы будут на них выезжать, потому что у них сейчас были проблемами с мобильным бизнесом, он у них потихоньку падал, стагнировал, в Китае они вообще не продавались, но они не будут там продаваться. А вот в Европе дела шли не очень хорошо, как я уже сказал, Huawei там очень сильно давила Samsung. Теперь, когда Huawei там сейчас вот не станет, по крайней мере, на ближайшие полгода, Samsung очень сильно продаст свои устройства, и, возможно, они как-то там перестроят маркетинговую стратегию и на этом выйдут. И на самом деле корейцы очень сильно должны быть благодарны американцам. Не знаю, запутанные ли они как-то в это дело, но судьба к ним повернулась, как сказать, светлой стороной. И вот мы в течение всего этого видео говорили про смартфоны, про мобильные устройства, про Huawei, но на самом деле эта компания является не производителем смартфонов в первую очередь, они являются телекоммуникационной компанией, они предоставляют модемы по всему миру. В России, я уверен, если вы берете, например, интернет от Ростелекома, у вас, наверное, будет модем Huawei, и они распространяют сети 5G во всем мире, и у нас в России это будет, в Европе они уже практически со всеми странами договорились, и в Америке они вроде как должны были это делать, как говорят, что вроде как у них там что-то не пришло, поэтому американцы чтят Huawei. Я на самом
самом деле в это не очень уверен. И мне кажется, что американцы просто захотели как-то отсрочить как раз-таки распространение сетей 5G, чтобы Huawei поджать, чтобы они не смогли распространиться по всему миру, потому что они были бы, грубо говоря, монополистами. Сейчас американцы будут какие-то искать другие силы, собственные ресурсы подтягивать, чтобы распространить сети 5G по своей стране и как-то договориться с европейцами, чтобы с ними как-то взаимодействовать. И, грубо говоря, они хотят заложить Huawei, чтобы те застряли и не только в мобильном плане, потому что мобильный бизнес у них очень сильно рос, но также и в телекоммуникационном. Но китайцы, я уверен, что не дадут просто так упасть своей компании, они будут как-то ее выручать. И посмотрим, на самом деле, как отреагируют европейцы на это, потому что Ангела Меркель, как она вроде заявила, что даже несмотря на то, что ухудшились отношения Huawei и американцев, они все равно хотят продолжать работать с Huawei. И вот это вот будет такая интересная ситуация, когда вроде как и союзники, европейцы и американцы, но американцы воюют с китайцами, китайцы работают с европейцами, и вот это вот такой вот треугольник, и вот эти вот три рынка, как они будут взаимодействовать, это очень интересно, потому что тут на самом деле решается судьба сетей 5G, будут ли они активно развиваться в мире, как планировалось там к 2022 году, либо это сейчас просто все застрянет на 2-3 года, пока они там между собой разберутся, и, грубо говоря, все вот мы, пользователи, останемся ни с чем, как бы технологии не будут идти вперед, вот я что хочу сказать. И сейчас в мобильном бизнесе у Huawei, грубо говоря, есть два пути решения. Либо, точнее, три, я бы сказал. Либо они ищут альтернативных поставщиков, которых они потеряли американцев, либо они разрабатывают все с нуля, но это будет очень долго и дорого. Либо они просто плюют на патентные соглашения, и это они, грубо говоря, откроют ящик Пандоры, потому что если они это сделают, то нарушится вся мировая стабильность, и это будет прецедент, то есть то, что компания китайская наплюет на всех и будет воровать технологии в открытую. Война войной, но то, что строилось десятилетиями, вот это вот патентное право, его никто рушить не будет. И в принципе, какой можно сделать вывод? Сейчас мы наблюдаем, на самом деле, переломные моменты во всем мире, не только в мире технологий, когда у нас началась, по сути, мировая война, только не вот так вот физическая, где люди убивают друг друга, пошла настоящая война 21 века, когда воюют компании, когда воюют государства с технологическими компаниями, технологии, и сейчас вот за это идет война. Если раньше война шла за нефть, то, что я упоминал в Ираке. Сейчас война идет за вот эти вот процессоры, потому что кто владеет процессорами, кто может продавать свои продукты во всем мире, тот и король мира, тот и побеждает. И китайцы на самом деле очень сильно давили. Было ощущение, что они станут второй Apple, они уже их догоняли, они их перегоняли, но сейчас американцы очень знатно поднасрали китайцам, и они явно отсрочили вот этот тот момент, чтобы китайцам нужно как-то раздуплиться, понять, что им нужно. Они и так знают, что им нужно делать, но это нужно будет очень много времени. Строить собственную экосистему, то есть они будут делать собственные ядра, они будут делать собственные все процессоры, не будут заказывать у американцев, либо будут заказывать вот прям по минимуму. Китайцы, получается, в долгосрочной перспективе, я думаю, что они, в принципе, выиграли от этого момента, они поняли, что в любой момент могут вот так вот по щелчку пальца отключить их от всего мира, а американцы, они, как обычно, не как обычно, как сказать, отсрочили время для того, чтобы решить какие-то свои локальные проблемы, то есть сети 5G, помочь каким-то своим компаниям, хотя вряд ли, мне кажется, они больше поднасрали своим компаниям конкретно администрация Трампа. И сами американские компании, я думаю, что этому очень сильно не рады. И, возможно, они будут сейчас как-то лоббировать это решение, чтобы облегчить вот это вот наказание в плане Huawei, либо вообще его отменить, либо это вообще все случится после выборов в Америке, если Трамп не переизберется на второй срок и придет кто-то более либеральный и по-другому настроенный к китайцам, то, возможно, вся эта ситуация изменится. В общем-то, как-то так, друзья, как я уже говорил, все-таки с по Android можно было разобраться, с вот этими вот локальными поставщиками, типа как Intel, Qualcomm, Huawei могли разобраться, это для них была не особая проблема. А вот с ARM, конечно, это очень серьезная проблема. Я не знаю, ожидали ли этого китайцы от британцев-японцев, не знаю. Будет очень интересно, как вот Huawei и, в принципе, Китай в целом будут разгребать эту ситуацию вместе. Будут ли они строить какие-то коалиции, то есть там коалиции китайских компаний, BBK, Huawei, Xiaomi, либо они будут как-то отдельно решать эти проблемы. И, в общем, на самом деле очень интересное время мы живем, наблюдаем за вот этим вот всем технологическим миром. Раньше все шло как-то гладко, а вот теперь вот начались всякие вот эти вот войны между государствами. Представьте, государство объявило войну компании китайской, и сейчас Китай будет делать какие-то жесткие меры. Либо нет, посмотрим, как они поступят мудро, либо не мудро. В общем, не знаю, посмотрим, будем наблюдать, как говорится. Большое спасибо, что досмотрели вот это видео. В конце уже начался полный сумбур, конечно, в мыслях. Надеюсь, все-таки
все-таки, что ролик вам понравился. Пишите свои мысли в комментариях, что вы вообще думаете об этой ситуации, правы вы со мной или нет, что китайцы все-таки разберутся с этой ситуацией рано или поздно. Может быть, вы знаете что-то больше меня, что я не разобрался в какой-то теме за вот эти пару дней, которые я готовился к материалу, то есть вычитывал какие-то статьи. Ну и, конечно же, ставьте лайки, если этот ролик вам понравился. Как обычно, увидимся в следующих видео. Всем большущей удачи, всем пока.